Вітаю вас в ефірі програми «Новий день». Я лікар, психотерапевт Чьянов Виктор Федорович. У нас в гостях присутствует врач-акушер-гинеколог Избаш Олег Иванович и его сын Никита. Тема нашей передачи – лечение бронхиальной астмы. В связи с этим я буду задавать некоторые вопросы своим гостям, они ответят на них, и мы будем видеть, как происходит лечение астмы по методике моей психотерапевтической. Очень важно сказать в первых минутах, что в последние годы очень редко у меня появлялись пациенты с астмой, даже не знаю почему. Хотя она лечится достаточно хорошо. Итак, Олег Иванович, мне к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как начиналось заболевание у вашего ребенка? В каком возрасте и как оно происходило? Достаточно в раннем возрасте оно начиналось, где-то до 2 лет, когда ему было. И поначалу, видимо, как всегда, это, знаете, были такие приступы затрудненного дыхания, которые врачами интерпретировались как бронхит с астматическим компонентом, бронхит с аллергическим компонентом и так далее. Но, скажем так, эти приступы довольно-таки рано, в возрасте 2 лет, стали настолько острыми, что приходилось привозить его в реанимацию в состоянии, когда губы были синие, дышать не мог вообще. То есть, естественно, в реанимации это уже борьба за жизнь ребенка и человека, то есть там шли в ход гормоны, эуфилин, различные другие препараты, которые не всегда в повседневной жизни люди принимают. И буквально какой-то 1-2 дня ему становилось очень хорошо, он бегал по реанимации, нас уже выгоняли домой. То есть гормональная терапия, она буквально сразу снимала эти приступы. Через какое-то время я заметил, что аллергический компонент действительно присутствует в этом моменте. У нас кот был. И что в присутствии кота эти приступы, они усиливались. Когда он уходил гулять на 2-3 дня, более-менее нормально было, только кот возвращался, сразу состояние ухудшалось. Убрав кота, мы уменьшили, частоту этих приступов, но вы знаете, насколько уменьшили? То есть раз в месяц это было железно. Настолько тяжелое состояние. И в конечном итоге был установлен диагноз бронхиальная астма, он был подтвержден теми существующими на сегодняшний день методиками. То есть это уже не бронхит с аллергическим компонентом, а была натуральная бронхиальная астма, с которой мы начали бороться где-то лет с 3. Скажите, какими методами вы пробовали лечить астму? На сегодняшний день официальная медицина, у нас же доказательная медицина, есть протоколы лечения бронхиальной астмы. И протоколы лечения официальной бронхиальной астмы сводятся к тому, чтобы установить контроль над приступами бронхиальной астмы для того, чтобы они не возникали. То есть принимаются препараты. То есть в остром случае, ребенок, назначаются гормоны на 1, 2, 3 дня, и как только состояние ребенка стабилизируется, что он может находиться дома, не должен находиться в больнице, назначаются препараты, фактически пожизненно, можно сказать, селективные, блокаторы, воздействующие на рецепторы бронхиальные, для того, чтобы не случались спазмы, которые могли случаться, честно говоря, по любому поводу. То есть это аллергия не только на эпидермис кота и так далее. Кстати, мы делали анализы, проверяли, и действительно по анализам высвечивались это пылевой клещ, который, в общем-то, везде.
может Ну, у находиться него в еще квартире. было на что-то аллергия, кроме как на животных, еще на что-то? Да, плесневой грибок, полевой клещ, животные, коты, мыши, кстати, тоже. Это мы выяснили потом еще хуже, чем на кота. То есть это были моменты, которые могли дать Толчок. острое состояние, толчок, резкий приступ. И те препараты, которые он принимал постоянно, они, честно говоря, если приводили к тому, что острых приступов могло не быть, да, таких, что он вообще не дышал, губы синели, и мы ехали в стационар. Вот. Но все равно вот эти вот свисты ночью, когда он иногда и спать не мог, а когда спал, то мы просто просыпались иногда от того, что вот эта вот гармошка. Вы хотите сказать, если днем еще более-менее он себя дышал, то ночью было хуже, да? Как обычно в ночное время это все усиливалось, даже если он спал, во сне это все, Вы это все слышали? хрипело, свистело и так далее. Вот. Утром он мог просыпаться, идти там в школу. Конечно, там о том, чтобы активно бегать, прыгать или что-то такое делать, как бы не могло быть и речи, наоборот, рекомендации там. Хорошо. Скажите еще вот, как получается он долго уже болел до нашей Ну вот встречи? считайте, если грубо, с 2 лет, потому что раньше еще были бронхиты, с 2 лет до 12, то есть 10 лет мы постоянно боролись с этим заболеванием. Хорошо. Как удалось, как вы нашли меня, каким образом узнали о том, что я лечу астму? Вот смотрите, Виктор Федорович, мы же боролись с этим заболеванием не только там с помощью препаратов, да, потому что жизнь с бронхиальной астмой, она подразумевает, вот с точки зрения официальной медицины, определенную, то есть отсутствие перьевых подушек в квартире, отсутствие всяких аллергенов, борьба с пылью, там есть аэрозоли, которыми нужно обрызгивать поверхности, на которых может оседать пыль, там постельное белье и так далее. Диета более-менее жесткая, не содержащая те продукты, которые, как бы вызывают аллергию. И я старался максимально, чтобы поменьше принимать медикаментов, да, максимально найти какие-то пути для того, чтобы... Вот я заметил, что ребенок, когда нервничает, когда он неспокоен, у него начался сейчас переходный период, естественно, к 12 годам, я заметил, что когда он понервничает почему-то, то у него эти приступы по любой причине, да, это может быть и в семье, там какие-то нестыковки, что-то там не понравилось, что родители сказали, или в школе проблемы какие-то. И вот если он понервничает, я заметил, что дыхание становилось хуже. И я понимал, что бронхиальная астма имеет какую-то психосоматическую составляющую. Подумал, что нужно мне найти, скажем так, психотерапевта какого-то, который бы поработал с ним с точки зрения его психического состояния, да, чтобы может быть успокоить и так далее в этот переходный период, чтобы он не реагировал на все так резко и остро. И просто в интернете, в гугле набрал там психотерапия предбронхиальной астме в Одессе. Из многих сайтов мне ваш, честно говоря, даже внешне понравился больше. Вчитался. Было написано так вдумчиво и очень толково, и я решил просто вам позвонить. Вот с этого звонка все и началось. Там мы встретились и начали лечение. Да. Хорошо. Значит, мне интересует, вот как вы с точки зрения отца, врача, можно сказать, оцениваете сам процесс начала лечения и продолжения его. Вот ваши впечатления? Мои впечатления, то есть сейчас я уже, конечно, по-другому к этому отношусь, получив какой-то результат.
который меня удивляет до сих пор. Вот. Но тогда мне было просто интересно, то есть мы договорились, что мы придем там на какую-то получасовую консультацию, потому что я как врач, прочитав то, что вы пишете, ну, в общем, какая-то доля сомнений у меня была, да, и решил просто посмотреть, что за доктор, чтобы вы мне подробнее рассказали, как вы это делаете, какая методика и так далее, да. Придя на консультацию, вы там подробно объяснили, что и как вы делаете, и провели небольшой такой, скажем, эксперимент, да, буквально в течение нескольких минут мой ребенок был введен в состояние гипноза, ну, стоя. Так вот вы подошли к нему, ввели состояние гипноза, и, я так понимаю, вы произносили те фразы, которые могли бы его успокаивать. И те фразы, что ему должно быть, ему должно легче быть легче с дыханием, да, дыхание должно быть ровным, спокойным, без напряжения и так далее. Вот. Я это все послушал. Вы спросили, легче ли ему дышать там после окончания. Он сказал, легче, мы с вами поговорили. Я узнал, что и как, допустим, ну, как должно проходить лечение, если мы согласимся, и мы ушли, да, и выйдя на улицу, мне ребенок мой говорит, а ты знаешь, папа, мне стало настолько легче дышать, что я даже могу побежать, хоть прямо сейчас, хочешь, я побегу. И, знаете, ну, уже осень была там, и как бы... Он так соскучился по движениям, соскучился, да, наверное, молодой, да. да. И меня это очень сильно подтолкнуло на то, чтобы, ну, в конце концов, я увидел, что ему легче реально. Вот, конечно, эти хрипы сохранялись, но он говорит, я могу. Он хрипел, но я могу. Но уже улучшение чувства. Да. Вот, я увидел это, и я решил, что мы попробуем. Вот, а когда происходили сами сеансы, я же присутствовал на всех. Ну, это была спокойная такая расслабляющая обстановка. Мне это нравилось. И знаете, как вы все-таки интересовались, когда эти приступы появляются, да, то есть вы выяснили, что там, допустим, с котами была проблема. И когда где-то там после нескольких сеансов вы принесли своего кота, вот такого вот 10-килограммового минимум пушистого, положили моему ребенку на грудь, и он полсеанса провел с этим котом, гладил его, ну, в состоянии гипноза, да, гладил его там, держал на руках, и потом мы вышли. И при этом ничего не случилось, то есть никакого усиления хрипов, никакого обострения бронхиальной астмы. Я, честно говоря, очень удивился. Понравилась кошка? Очень. Да. Наверное, давно кошек не гладил, да? Очень давно. Вы знаете, он мне все время говорил, папа, а до скольки лет я не смогу гладить кошек? Ну, понимаете, насколько это его... Соскучился за общением с животными. Знаете, то есть, ребенок любит животных. Сейчас у нас собака небольшая дома есть, котов мы, ну, не то чтобы не рискуем, как-то... Пока не прижились, да. Если есть у кого-то, он там... Уже есть одно животное. Да, есть одно животное, да и все. Вот. И как бы вот это вот спокойствие на этих сеансах. Ребенок выходил, всегда говорил, что ему лучше, потому что мы же пришли в состояние обострения, в общем-то, да. И с каждым сеансом было лучше. И то есть я видел этот результат, меня это устраивало, успокаивало. Я понимал, что мы как бы делаем что-то хорошее. Но не ожидал даже того, что есть сегодня, честно говоря. Вот сейчас скажите, вот сколько времени прошло после окончания лечения? Ну, чуть менее 5 месяцев. Так, и как за эти 5 месяцев он себя чувствовал? За эти 5 месяцев он себя чувствовал хорошо. То есть его состояние улучшалось как бы еще больше. Еще больше. То есть оно улучшилось вплоть до того, что вот спит ребенок ночью,
я прихожу, ухо приставляю, прислушиваюсь, не слышу хрипов, это удивляет. Потому что раньше даже в состоянии, когда была как бы ремиссия, да, хрипы хоть какие-то все равно были. То есть ночью их было слышно, когда тишина, все спят, мы это слышали. То есть в настоящее время этих хрипов нет вообще. И ну, вот этот вот случай с заболеванием, который... Расскажите подробнее, какое заболевание у него было и что там случилось? Ну, вот в момент, когда тут недавно, это было где-то около примерно, то есть это начало февраля было. В первых числах февраля у нас дома многие болели, и младший ребенок, и я, и супруга, то есть все заболели гриппом. Грипп был такой тяжелый, 39 температура, 38, ниже чем 38,5, она не, самостоятельно не падала. Там, если становилось хуже ребенку, мы, конечно, давали жаропонижающие препараты. Вот. Обычно ранее, если там было хоть какое-то ОРВИ, допустим, у ребенка, то, естественно, обострялась бронхиальная астма. Это сразу было понятно и видно, и мы как бы усиливали терапию, ингаляторы, ингаляционные эти препараты тут же подключали. В данной ситуации, несмотря на вот, как бы такое тяжелое течение, не было, то есть приступов, похожих даже на бронхиальную. Скажите, а было осложнение? Да, я вам уже рассказывал, потому что было осложнение. В результате, это было связано там еще плюс с переохлаждением сильным на фоне гриппа уже. И у ребенка диагностировали пневмонию. Вот, это как бы там нижнедолевая, очаговая пневмония, но все равно состояние было тяжелым, пришлось давать антибиотики. Вот, антибиотики он принимал очень быстро, буквально в течение, на третий день он уже бегал фактически, то есть принимая дальше там препараты, он уже бегал, но мы же говорим о бронхиальной астме, да. А вот приступа бронхиальной астмы не было. Понятно. Хорошо. Никита, вот папа очень подробно рассказал, как он, как доктор, как твой родной отец воспринимал твою болезнь, лечение. А мне интересно, как ты воспринял нашу первую встречу и последующие сеансы. Как ты это воспринял, как ты чувствовал себя и как ты чувствовал, и были ли какие-то у тебя улучшения, результаты? Ну вот, когда мы первый раз пришли на пробный сеанс к вам, то вы провели гипноз. И вот после гипноза мне действительно было очень хорошо. Дышать было легко. И я почувствовала, как мне становилось легче и легче. И вот когда мы начали ходить на ваши сеансы, с каждым сеансом мне становилось все легче и легче. Легче что? Можешь подробнее? Легче дышать, не было приступов. Я мог уже котов гладить, спать на перьевых подушках и бегать. То, что я очень долго хотел. То есть по жизни ты активный такой человек, да? Любишь спорт, а болезнь тебя сдерживала в эти направления, да? Да, мне нельзя было бегать. Я садился на лавочку и смотрел, как другие дети бегают, в футбол играют. А я этого не мог сделать. Я завидовал очень сильно. Но после сеансов мне стало легче, я уже играл в футбол, бегал. И мне стало легче. Я мог есть все, котов гладить. А что ты уже мог есть?
Вот Ну, это в интересно. в принципе, Что-то это... раньше особо мы что-то не ел, а сейчас уже можешь кушать, я не знаю. Ну, пить, например, соки разные. Я Да. не мог. Не мог, да? Да, и... А что было, если ты пил соки? Ну, мне становилось постепенно все хуже и хуже. Я начинал чихать, начинали, подбородок чесаться, и становилось хуже дышать. И я вот не мог лечь, заснуть. Я только сидел. И даже сидя мне было тяжело дышать, очень сильно. Пока я не принял определенные там препараты. Но после ваших сеансов я смог уже пить сок. Мне не становилось так плохо. Я уже нормально спал. И Как болезнь перенес вот эту вот вдруг, ни с того ни с сего, все было хорошо, и грипп такой? это было неожиданно. То есть я вел активный образ жизни. И тут я заболеваю, при этом резко. И вот я не люблю болеть, вот честно, но вот у меня была такая температура, что когда я вставал, я прошел вот метр, мне становилось очень плохо, не очень плохо, но было плохо дышать, и кружилась голова. Потом мы вызвали врача, и мы обнаружили, что у меня пневмония. И температура ниже 38,5 не опускалась. И мне родители давали лекарства, жаропонижающие. Ты можешь, вот уточню, сравнить, вот раньше тоже болел какими-то простудными заболеваниями, а тут еще и пневмония, более тяжелое состояние. Да. Отличалось вот это состояние твое вот при таком тяжелом гриппе и вот раньше, когда были у тебя там простуды? Вот когда я раньше болел, до сеансов ваших, то мне было вообще очень плохо дышать, я хрипел, вообще, даже не лежал уже, а сидел, потому что, я не мог прилечь. Но после ваших сеансов я вот заболел пневмонией, и мне было не так плохо дышать. Так, всего чуть-чуть было плохо дышать, но не так сильно. И, я, конечно, почувствовала разницу. И А сейчас как ты себя чувствуешь? очень хорошо я себя чувствую. Можно подробнее рассказать? Да, я сейчас с друзьями бегаю, вот с братом уже играю в футбол там, и хожу на уроки футбола. То есть уже как бы в секцию спортивную? Нет, у нас просто в школе вместо физкультуры сделали футбол. Уже так, более Да. профессионально, да, скажем, занимаешься. Да. Не просто бегаешь, а уже... Да, и мы каждый раз занимаемся футболом. То есть ты, получается, жизнь уже удовольствие. Да. Мечта А как сбылась. приступы есть? Нету вообще. Молодец. Я думаю, что никогда уже не будет. Хорошо. Сейчас я продиктую свой номер телефона для тех, кто, если захочет связаться со мной, проконсультироваться, пожалуйста. 063 735 52 48. Мой телефон 063 735 52 48. Итак, мы остановились на одном из заболеваний, которые можно лечить, эффективно лечить при помощи психотерапевтических методик. Та методика, которую я использую, используется уже очень давно, на протяжении, наверное, 35 лет, это точно. Причем, если заглянуть в историю развития этого метода, то первыми пациентами были и как и взрослые, так и дети. Особенно дети впечатляют, потому что они более беззащитные, скажем, чем взрослые. Они более хрупкие.
И поэтому видеть, когда ребенок перед тобой задыхается, это очень неприятно, это тревожно. Как врачу, я уже не говорю о родителях, которые переживают сильнейший стресс и беспокойство по поводу здоровья и, можно сказать, и жизни своего ребенка. В данном случае, еще возвращаясь к случаю с Никитой, я просто думаю, что даже Никита просто ходит под Богом, потому что если бы эта пневмония развилась на фоне имеющейся астмы, были бы очень большие проблемы и большой риск для вообще жизни. Потому что я видел эти приступы, которые у него были тяжелые, он и так не может дышать. А тут еще мы имеем воспалительный процесс легких, который еще сужает возможности получения воздуха, кислорода для организма. И очень сложная была бы ситуация. Но благодаря тому, что он уже прошел курс, его организм избавился от болезни, он и физически укрепился. Но вирус поражает любого здорового человека, какой бы он здоровый ни был, а это, как нам говорили, по Украине был особый какой-то вирус, с которым мы не встречались, и часто его осложнения были именно поражение легких, и даже были смертельные исходы. В данном случае все обошлось, дай Бог, чтобы не было таких вот состояний. Вот первый случай, один из первых случаев астмы, я вспоминаю, была девочка, где-то 4-5 лет. У нее была аллергия на 35 пищевых продуктов. Фактически она не ела, она кашу на молоке, фрукты почти не употребляла, потому что сразу развивалась, и вот как Никита говорил, вот кожные проявления аллергии, так и дыхательные, затруднение дыхания. Где-то мне с ней пришлось заниматься 2 месяца, и я устранял поэтапно каждую из этих аллергенов. Это было сложно. Потом через несколько лет была еще одна пациентка, тоже девочка 3-4 лет. Очень сложная ситуация, там было вообще почти трагическое, потому что у нее было от того, что фурункул в носу был, доктор посоветовал на всякий случай сделать пенициллин для профилактики возможных осложнений. А вдруг этот гной пойдет в мозг? Так решил доктор. Сделали укол пенициллина, тут же развилась тяжелая форма бронхиальной астмы. Тогда я работал в Белгород-Днестровске. И вот 2 недели она последние 2 недели очень тяжелое состояние. Уколы в головку колят, потому что вены на руках нет. Это все очень тяжело. И когда она пришла ко мне, ребенок просто был синюшный. Вот эта носогубная складка типичная, синюшные хрипы. Было много людей, мне пришлось людей освободить, чтобы был воздух. Ну и буквально, это даже не был гипноз, это был, как говорили раньше, заговор, но из этого я уже вывел свою методику, которая называется психорезонансная терапия. То есть я положил руку на грудь и начал шепотное внушение. Где-то через 5-7 минут приступ ушел. Тот приступ, который длился 2 недели. Ну и потом я говорю, чтобы доктор, бывает такое, что доктора обижаются, если кто-то вылечил. Бывает такое. Я говорю, знаете что, чтобы у меня не было конфликтов с педиатрами, отпрашивайтесь, что вы меня лечитесь там с отделением. На следующий день она приходит. Я говорю, вы уже отпросились, все нормально, там у меня не будет обижаться никто на меня. Да, нет, все хорошо, мы вечером пришли, забрали все вещи, пошли домой. Я говорю, и что, вы так без присмотра? Да, говорит, знаете, первую ночь она нормально спала дома, после первого сеанса. Все. В общем, мы провели с ней курс лечения, девочка выздоровела, и, в общем, все было хорошо. Другой случай лечения астмы, это уже взрослый человек, женщина. То есть я хочу сказать, случаи были и достаточное количество,
Ну, такие, которые запомнился, может быть, яркие. Женщина где-то лет 35 с чем-то, у нее 4 маленьких детей. Она сидит на гормонах. Вот тяжелая форма астмы, где-то на 4 или 5 таблеток преднизолона принимала ежедневно. Но при этом приступы оставались. Может быть, немножко уменьшались, но на этом фоне вот в период зимы 3 раза она обязательно ее завозили в больницу, ставили капельницы, и уже, может, еще какие-то гормоны делали. Она сказала: доктор, у меня маленькие дети, мне надо их вырастить, поставить на ноги. Ну, сделайте что-нибудь, помогите мне. Ну, я начал пробовать лечить. Проводил сеансы гипноза, внушения, там, воздействия на легких. В конце концов, я ее вылечил. И вот в течение, наверное, 25 лет она чувствовала себя прекрасно. Вот я иногда бывал в Белгород-Днестровске, все было хорошо. Пока не, может быть, 5, может быть, 7 лет назад раздается звонок, и она мне звонит и говорит: Виктор Федорович, я вас давно искала, мне очень плохо. Ну, так быстро разговор. Ну, нашли меня только по интернету, друзья попросили: мы хотим к вам приехать, я хочу вас полечить. Я говорю: а что же вы так долго искали? А я забыла ваш телефон. Потом через неделю звонят, ну, это уже трагическое, говорят: ну, ее уже нет. То есть, я не знаю, по моим представлениям, что те заболевания, которые я уже вылечил, они не возвращаются. Я встречаю людей через 5, 10, 20 лет в городе, и сами они иногда приходят для лечения других заболеваний. И не было еще случая, чтобы человек пришел по данному заболеванию. То есть они могли заработать в течение жизни другой болезни. Я спрашиваю: а как с той болезнью? Нет болезни. В данном случае, может быть, было какое-то другое заболевание тяжелое, но женщина вот не подумала, что нужен телефон доктора помнить. И вот, наверное, было упущено время. Но с другой стороны, я себе подумал: а ведь я этому человеку дал 25 лет жизни. Это же немало. Это немало. Она вырастила своих детей, а может быть, уже увидела внуков. Если бы она была еще внимательнее, поэтому я всегда советую: если у вас хороший доктор, сохраняйте телефончики, на всякий случай. Все может в жизни случиться. Вот. Ну, астма лечится хорошо. И главное в психотерапии отношение к больному, отношение к своей работе, к тому, что ты делаешь. Потому что без вот этого внутреннего трепетного отношения к пациенту, без любви к своей профессии, без желания победить эту болезнь, невозможно добиться хороших результатов. Были люди, которые уже, фактически, можно сказать, находились на грани между жизнью и смертью и могли жить там, может быть, неделю, 2 или пару месяцев, и они выздоравливали. Только по одной причине: я не хотел, чтобы они умерли. И вот это желание оказать посильную, а иногда помощь, которая выше человеческих сил, вот смысл психотерапии. Мы находимся в такое время, когда подходит наша передача к концу. Надеюсь, мы встретимся в другой раз и более подробно расскажем это. Наша программа закінчується. Желаю всем здоровья и благополучия. Информация получена на правах рекламы.